Я приветствую всех на моем канале. В этом видео я вам покажу, как можно связать вот такую вот жилетку. Вязала я ее с таких вот пятиугольников. Очень легко и просто вяжется. Я вам желаю приятного просмотра. Для этого жилета я использую пряжу от фирмы Рилана. 50 грамм, 85 метров. И использую крючок номер 5. Для размера 34 мне понадобилось 200 грамм пряжи. Другие размеры я тоже вам рассчитала, сколько пряжи примерно понадобится. Мой жилет, он довольно-таки маленький, потому что у меня маленькие размеры. Я бы вам посоветовала все равно немножко побольше купить пряжи, чем я вот здесь вот написала. 36-38, в любом случае 250-300 грамм пряжи и так далее. То есть немножко побольше. Для жилета мы вяжем эти вот пятиугольники. Для переда 2 пятиугольника и для спинки вяжем 3. После чего мы довязываем перед и после обвязываем как вырез, так впереди рукава обвязываем и полностью со всех сторон внизу тоже мы обвязываем еще дополнительно весь жилет. Теперь я вам объясню, как вы можете рассчитать свой размер или подогнать жилет под свой размер. Мы вывязываем вот здесь пятиугольники. Вот у нас вот пятиугольник, который мы вяжем. Вот один угол у нас смотрит вверх. Вот этот верхний угол и внизу у нас получается прямо. Вот. И вот между боковыми углами вот здесь мы измеряем ширину пятиугольника. Умножаем это на 2, и у нас получается ширина жилета нашего практически под рукавами. Вот это получится немножко ниже обхвата груди. Вы можете для этого взять какой-нибудь пуловер, примерно, который вам хорошо подходит, и измерить примерно ширину, какая вам подойдет. И таким образом вы можете связать любое количество рядов в круговую и увеличить размер жилета. У меня ширина жилета примерно получается 44 сантиметра, то есть вот здесь у меня 22 сантиметра. Начинаем вязание. Крючок я завожу под нить, поднимаю, прокручиваю крючок и вяжу первую воздушную петлю. Ее мы сильно не затягиваем. Теперь вяжу 3 воздушные петли. И теперь вяжу столбик с накидом в первую петлю. Накид, заводим крючок в первую петлю, протягиваю нить и провязываю первые 2 петельки и вторые 2 петельки. Это у нас столбик с накидом. 1 воздушная петля. И теперь провязываем 2 столбика с одной вершиной. Накид, завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 петельки провязываю. Теперь опять 2 петли у меня на крючке остаются. Накид, завожу крючок, протягиваю нить, провязываю первые 2 петли, 3 петли у меня на крючке, все 3 провязываю, 1 воздушная петля. И теперь мы повторяем. Накид, протягиваю нить, 2 провязываю, накид, протягиваю нить, первые 2 провязываю, 3 петли на крючке, все 3 провязываем, 1 воздушная петля. И теперь мы этот элемент повторяем еще 7 раз, то есть в общем провязываем, у нас получается 10 таких элементов.
4 раза мы провязали, еще 6 раз повторяем. Воздушная петля и 2 столбика с общей вершиной. И так продолжаем вязание. Я провязала 10 раз, провязала воздушную петлю, и теперь соединяю. Вот здесь третью воздушную петлю я завожу крючок, протягиваю нить и левую через правую протягиваю. Следующий ряд мы начинаем с 4 воздушных петель. И теперь здесь, где воздушная петля, я провязываю столбик без накида. Вот здесь между этими элементами завожу крючок и провязываю столбик без накида. 4 воздушные петли. И опять между элементами, где воздушная петля, я провязываю столбик без накида. 4 воздушные петли. И опять между элементами я провязываю столбик без накида. И так повторяем до конца ряда. Теперь в конце ряда 4 воздушные петли я провязала. И вот здесь завожу крючок и провязываю столбик без накида. Мы провязали 10 раз вот таких арочек. Теперь делаем следующее. Я продвигаюсь влево соединительной петлей, протягиваю нить и левую через правую протягиваю. Теперь вяжу 3 воздушные петли. И теперь вяжу 3 столбика с накидом в первую арочку. Три столбика я провязала, 2 воздушные петли, и в эту же арочку я провязываю 4 столбика с накидом. И теперь провязываю следующую арочку, столбик без накида. И теперь мы повторяем вязать этот элемент. В следующую арочку я вяжу 4 столбика с накидом. Две воздушные петли и 4 столбика с накидом. И теперь провязываю столбик без накида в следующую арочку. И таким образом мы вяжем дальше. В следующую арочку провязываю опять 4 столбика с накидом, 2 воздушные, 4 столбика с накидом. Я провязала в следующую арочку столбик без накида. Итак, вяжем следующие элементы. Вот так вот выглядит. И теперь я вяжу, соединяю ряд. 5 элементов вы вот здесь провязали. И вот здесь в третью воздушную петлю я завожу крючок, протягиваю нить и протягиваю ее через правую петельку. Теперь делаю следующее. Я продвигаюсь соединительными петельками в левую сторону. Вот здесь вот в первый столбик я завожу крючок и провязываю соединительную петлю.
В следующий столбик завожу крючок. Соединительную вторую, третью петельку. И теперь вот в эту арочку я тоже завожу крючок, протягиваю нить и еще одну соединительную петельку. Теперь вяжу 3 воздушные петли. И теперь мы повторяем этот же элемент. Вяжу 3 столбика с накидом. Две воздушные петли. И опять 4 столбика с накидом. Теперь вяжу я 2 воздушные петли. И здесь внизу у нас вот столбик без накида. Сюда я завожу крючок и провязываю столбик с накидом. 2 воздушные петли. И теперь вот здесь вот эту арочку провязываю тот же самый элемент. То есть 4 столбика с накидом, 2 воздушные и 4 столбика с накидом. Вот я провязала. Теперь вяжу 2 воздушные. И здесь внизу, где у нас столбик без накида, я провязываю столбик с накида. 2 воздушные петли. И здесь в арочку я провязываю тот же самый элемент. 4 столбика, 2 воздушные, 4 столбика. Я провязала. И теперь мы повторяем то же самое. То есть 2 воздушные петельки. Здесь внизу столбик с накидом, 2 воздушные петли. И провязываем вот здесь в арочку тот же самый элемент. И так вяжем до конца ряда. Я довязала. Здесь у меня я провязала столбик с накидом, 2 воздушные. И теперь в 3-ю воздушную петлю я завожу крючок и с соединительной петлей соединяю. И теперь следующий ряд. Я также продвигаюсь соединительными петельками до вот этой арочки. То есть вот первый столбик не здесь, а вот здесь завожу крючок. Провязываю первую соединительную, вторую, третью и 4-ю провязываю в арочку. Теперь 3 воздушные петли и повторяем опять же элемент. 3 столбика с накидом. Две воздушные петли. И еще раз 4 столбика с накидом. Две воздушные петли. И теперь вот здесь внизу, вот в эту арочку, где у нас 2 воздушные петли, я провязываю столбик с накидом. 2 воздушные петли. И в следующую арочку я провязываю столбик с накидом. 2 воздушные петли. Вот так вот выглядит. И здесь вот в эту арочку я провязываю точно такой же элемент. 4 столбика с накидом, 2 воздушные и 4 столбика. Я провязала, и теперь мы повторяем то же самое, что мы уже провязали. 2 воздушные петли, столбик с накидом, 2 воздушные петли,
столбик с накидом во вторую арочку, 2 воздушные петли, и вот здесь в вершину опять провязываем тот же самый элемент. 4 столбика с накидом, 2 воздушные и 4 столбика. То есть мы провязываем вот 3 арочки между нашими вершинами. И так вяжем до конца ряда. Я вам покажу, как выглядит уже готовый элемент. Я для своего размера провязала вот эти 2 ряда и потом еще вот эти 2. Если нужен побольше размер, дополнительные ряды, то мы повторяем точно такой же ряд и в каждую вот арочку вяжем по столбику. У нас получается вот этих дырочек в этом ряду 2, в этом ряду 3, и в следующем ряду будет 4 дырочки. То есть вот этот ряд, который мы сейчас с вами вяжем, его можно 2-3 раза повторить, смотря какая вам необходима ширина жилета. И потом мы вяжем последний ряд. Этот ряд я довязала до конца. И теперь закрываю ряд. Вот здесь в третью петельку завожу крючок и провязываю соединительную петельку. И теперь мы вяжем последний ряд. Я также передвигаюсь в левую сторону до вершины соединительными петельками. 3 провязала и еще одну петельку в вершину, здесь в арочку. И теперь опять провязываю 3 воздушные петли. То есть 3 столбика провязали, 2 воздушные петли и 4 столбика с накидом. Теперь мы вяжем столбики с 2 накидами. Я делаю 2 накида. У нас из 4 я в 3 столбик завожу крючок, протягиваю нить, провязываю первые 2 петельки, вторые 2 петельки. Это столбик с 2 накидами и третьи 2 петельки. Теперь вяжу следующий столбик с 2 накидами, 2 накида, и в следующий столбик провязываю также столбик с 2 накидами. И теперь в каждую арочку я вяжу по 2 столбика с 2 накидами. В арочку 2 столбика я провязываю. Первый столбик и второй столбик с 2 накидами. Столбик я пропускаю, и в следующую арочку я также провязываю 2 столбика с 2 накидами. И в последнюю арочку я провязываю также 2 столбика с 2 накидами. Вот так вот выглядит. И теперь мы вяжем еще вот здесь 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик и второй столбик следующий провязываем. Мы провязали все вместе 10 столбиков с 2 накидами. И теперь провязываем вершину. Как обычно мы провязывали 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 4 столбика с накидом. Я провязала вершину.
Теперь провязываем вот здесь последние 2 столбика, по 2 столбика, в арочке тоже по 2 столбика с 2 накидами. И в первые 2 петельки провязываем также 2 столбика. То есть здесь провязываем сначала в последние 2 столбика. Теперь в каждую арочку я провязываю тоже по 2 столбика с 2 накидами. В следующую арочку и вяжем до конца ряда или до вершины. Вот здесь я 3 раза по 2 столбика связала, и теперь провязываю в первый столбик и во второй столбик по 2 столбика с 2 накидами. И теперь провязываем вершину, как обычно. И таким образом мы вяжем дальше. То есть провязываем здесь вершину, 4 столбика, 2 воздушные, 4 столбика. Так провязываем дальше. Здесь 2 столбика, здесь 2, здесь 2, здесь 2. И вот здесь тоже 2 столбика с 2 накидами. И потом провязываем вершину. Я довязала ряд, вот таким вот образом выглядит. Вот здесь последние 2 столбика я провязала с 2 накидами. И теперь соединяю в третью воздушную петлю. И таким образом соединяем. Теперь мы с вами посмотрим вместе, как мы с вами можем измерить ширину нашей жилетки. Мы прикладываем 2 пятиугольника вместе, таким вот образом. Мы ложим так, чтобы вот у нас здесь вот 2 вершины было, и сверху одна смотрит наверх. И мы измеряем, вот это наверх смотрит, и вот здесь мы измеряем ширину. С одной стороны измеряем ширину, и с другой стороны то же самое. У меня примерно 22-23 сантиметра. И умножаем эту ширину на 2, и у нас получается ширина нашего изделия. Если вы хотите связать жилетку больше, то можно провязать несколько рядов больше. То есть у нас один ряд получается примерно по ширине. Примерно чуть больше 1 сантиметра. Вот здесь мы провязываем еще один дополнительный ряд. И если считать по кругу, то у нас получается один пятиугольник. При вязании еще дополнительного ряда будет примерно шире на 2,5-3 сантиметра. То есть добавляем ширину к 22 сантиметрам еще 3 сантиметра примерно. Теперь мы будем сшивать 2. Мы сначала, я покажу, как я убираю свои ниточки. Беру вот эту вот ниточку, которую мне нужно убрать. Разделю на 2 части. Крючком я вот так вот провожу в одном месте ниточку. Теперь я завязываю узелок. Узелок провязала. И теперь можно крючком еще пару раз вот здесь протянуть, еще раз закрепить. Обе ниточки беру, протягиваю. И теперь можно отрезать.
Теперь мы уберем с вами вот эту вот ниточку. Я протягиваю эту нить на изнаночную сторону. Вот здесь завожу крючок и протягиваю на другую сторону. Таким вот образом. Поворачиваю вязание. Делю ниточку на две части. И теперь где-нибудь протягиваю также одну сторону. Вот здесь завожу крючок. Протягиваю одну ниточку. Завязываем узелок. Два-три раза можно, хорошо затяните. И теперь я крючком могу вот так пару раз продеть где-нибудь. Обе ниточки. Вот так вот. Продеваем, и теперь можно отрезать. Теперь мы с вами сошьем два элемента для спинки. Вот так вот прикладываем вместе, чтобы вот верхняя вершина смотрела посередине наверх. Вот эта вершина наверх. И вот эти две стороны мы будем с вами сшивать. Складываем лицевую сторону на лицевую. Внизу у нас ровный край получается. Я беру потоньше крючок, чтобы проще было сшивать. Беру нить. Вот здесь у нас на вершине у нас две воздушные петли. Здесь у меня одна, первая воздушная и вторая. Вот я завожу в заднюю стеночку, завожу крючок. И с другой стороны, та, которая ко мне смотрит, внутренняя. Вот так я завела крючок, то есть две внутренние петелечки вот эти вот, и протягиваю нить. Теперь завожу крючок в средние две вот эти петельки, протягиваю нить и протягиваю левую через правую. Я возьму обычный мой крючок, мне кажется, так. Пробуйте сами, как вам удобнее. Я взяла мой обычный крючок, немножко побольше. И вот таким вот образом мы соединительными петлями сшиваем наши элементы. Вот таким вот образом я сшиваю. Вот так вот смотрится с изнаночной стороны. И так смотрится с лицевой стороны. И так дошиваем до конца, до следующей вершины. Теперь мы с вами берем еще один элемент для спинки. Третий. И ложим теперь вот этой вершиной к низу, вниз. И вот эти стороны мы будем с вами сшивать, одну и вторую сторону. Сверху у нас вот эта вот прямая часть получается у спинки. И вот здесь мы с вами сошьем. Вот эта вершина показывает на низ. И теперь я складываю лицевую сторону с лицевой. И вот здесь мы с вами будем сшивать одну сторону и вторую сторону. Прошиваем самостоятельно.
Вот так вот выглядит. И теперь берем следующие элементы. Это у нас спинка. У нас внизу здесь прямая сторона. И теперь еще один элемент беру. Вот две стороны складываю. И вот таким вот образом также я складываю друг на дружку. Здесь без разницы, какая сторона. Складываете и вот здесь вот эти вот две стороны сшиваете. И с другой стороны то же самое. Беру последний элемент, ложу друг на дружку, лицевую на лицевую. И вот здесь сшиваем. И у нас получается внизу практически 4 элемента. Третий, четвертый. И сверху у нас один элемент. Когда мы все это соединили, вот таким образом выглядит. Мы с вами будем, это у нас вот спинка, это у нас перед. Вот так складываем, это у нас передняя часть. И теперь вот здесь вот сверху мы будем вязать, продолжать перед, провязывать бретельки. Я беру нить, здесь вот у нас вершина, вот здесь вот завожу крючок, протягиваю нить, вот так протягиваю и вяжу 4 воздушные петли. И теперь вот здесь в вершину я провязываю такой же элемент, как мы здесь вязали, то есть 4 столбика, 2 воздушные петли и 4 столбика с накидом. Две воздушные петли. И сюда же провязываю еще раз 4 столбика с накидом. То есть мы с вами провязали такой же элемент. И теперь пропускаю вот эти вот 4 столбика. И вот здесь вот провязываю столбик с 2 накидами. Теперь мы вяжем следующий ряд. 4 воздушные петли. Поворачиваю вязание. И вот сюда вот в вершину опять провязываю точно такой же элемент. 4 столбика с накидом, 2 воздушные и 4 столбика. Вот так вот выглядит. И теперь пропускаю 4 столбика. И вот сюда провязываю столбик с накидом. 4 воздушные петли. И вот здесь вершину опять провязываем тот же самый элемент. Вот так вот выглядит. То есть мы повторяем эти элементы. Начинаем с 4 воздушных петель и в конце ряда вяжем обычный столбик. Не с 2 накидами. Можно с 2 провязать, попробовать. Можно... Я провязала с 1 накидом. Для моего размера я связала 10 таких элементов. И теперь мы с вами завершаем. Я вяжу 5 воздушных петель. Здесь вершину провязываю столбик без накида. Теперь провязываю 2 воздушные петли.
4 столбика пропускаем. И вот здесь вяжу столбик с накидом. И таким образом мы завершили вот так вот вязание. И теперь нам нужно с вами эту часть соединить вот с этой вот вершиной. Здесь мы также завершим вязание, как и вот с этой стороны. Вот эти элементы свяжем. Беру нитку, завожу крючок вот здесь вот в этом месте. Протягиваю нить и провязываю 5 воздушных петель. И сюда вот в вершину я вяжу столбик без накида. 2 воздушные петли, 4 столбика пропускаю, и вот сюда вот провязываю столбик с накидом. То есть мы завершили вот этот вот уголок, так же как и с другой стороны мы с вами провязали. И теперь нам осталось соединить эти два элемента. Мы ложим лицевую сторону на лицевую, вот так прикладываем. Вот здесь внизу у нас 1, 2, 3 петли я пропускаю. В четвертую петельку я завожу крючок, протягиваю нить и протягиваю левую через правую. И теперь также соединяем соединительными петельками. Так, заводим крючок с одной стороны, с другой стороны. Там, где столбика без накида, завожу крючок. Здесь я, наверное, полностью 4 все захвачу, чтобы лучше держалась. И здесь еще пару петелек мы захватим. Одна и еще одну петельку мы захватываем. И теперь можно отрезать нить. И вот таким вот образом выглядит. Убираем все ниточки. Вот так я вот соединила. И теперь мы будем с вами полностью все обвязывать. Я начинаю вот здесь на спинке посередине. Я беру нить. На спинке посередине, вот здесь где шов, я завожу крючок. Вот здесь посередине. Протягиваю нить и провязываю 3 воздушные петли. Теперь вот здесь рядышком завожу крючок, привязываю столбик с накидом. Теперь вот здесь, где у нас воздушная петля, я тоже провязываю столбик. Здесь у нас каждый столбик я вяжу по столбику. И таким образом я в каждую петельку провязываю по одному столбику с накидом.
мы видим, где у нас петельки. Вот здесь вот петля, я завожу крючок и провязываю тоже столбик. И таким образом я вяжу дальше. И вяжу вот здесь, там, где у нас шов, то вот до сюда. Вот здесь провязала. Теперь вяжу вот один столбик здесь, где воздушная петля. И здесь, где шов, я провязываю 2 столбика с накидом. Вот здесь завожу крючок. И вот здесь еще раз завожу крючок. Теперь вот здесь воздушную петлю. И теперь до следующей вершины я вяжу все по рисунку, то есть каждую петельку вяжу по одному столбику. Вот здесь я довязала. Вот здесь 2 столбика еще. Там, где вершина у нас, я провязываю 2 столбика с накидом и вяжу вершину. И так я провязала до следующей вершины, я провязываю вершину, точно так же провязываю. И вяжу дальше, пока я вот здесь тоже полностью провязываю. И вот здесь мы с вами увидимся. Вот я провязала точно так же вершину. Здесь вот 4 столбика вершины, и потом я провязала вот эти 2 столбика. Полностью дальше вязала столбики. Вот здесь последний столбик я провязала столбик с накидом. Теперь у нас вот здесь вот эти вот ряды. И в каждый вот такой вот ряд сейчас мы будем провязывать тоже столбики. Здесь вот в первый ряд я провязываю 3 столбика. И вот так в каждый такой вот ряд я провязываю по 3 столбика с накидом. Можно здесь, можно вот здесь завести крючок. И в каждый такой вот ряд мы провязываем по 3 столбика с накидом. Вот так вот выглядит. Я провязала полностью всю сторону. Вот здесь я провязала 3 столбика. Теперь с этой стороны я провязываю тоже 3 столбика с накидом. И теперь вот здесь каждую петельку я провязываю по одному столбику. То у нас получается сзади вырез. Провязываю столбики. И здесь точно то же самое. В каждый вот такой вот ряд я провязываю по 3 столбика с накидом. Здесь 3 столбика. И потом тоже в каждый столбик по одному столбику. Также вершины провязываем, как мы провязывали. Таким образом провязываем полностью ряд. И теперь соединяю все это в круг, то есть соединительной петлей в 3-ю воздушную петлю. Вот здесь завожу крючок и левую протягиваю через правую. И теперь мы вяжем следующий ряд. И также в каждый столбик с накидом предыдущего ряда мы вяжем по одному столбику с накида. Вяжем до следующей вершины.
Вяжем столбики, продолжаем. Здесь я довязала. Теперь вот 4 столбика. В первый и второй столбик я вяжу 2 столбика. Первый и второй столбик с накида. И теперь вот здесь в эту вершину я провязываю 6 столбиков с накидом. То есть воздушные петли мы в этом ряду не провязываем. Провязываем 6 столбиков с накидом. Шесть столбиков я провязала. И теперь 2 столбика пропускаю. В третий, четвертый вяжу 2 столбика с накидом. Потом в каждый столбик по столбику. Здесь вершину точно так же провязываем, как я вам показала, 6 столбиков. И вяжем вот до этого места. Я провязала, вот таким вот образом выглядит. И теперь мы вот здесь находимся. Здесь в этой области я пару петель убавлю. У меня здесь осталось 3 столбика. Я здесь буду делать убавку. Накид, завожу крючок, протягиваю нить. Первые 2 провязываю, накид, завожу крючок, протягиваю нить через первые 2, 3 петельки, все 3 провязываем. Теперь я вяжу 1 столбик с накидом. И теперь мы делаем еще одну убавку, точно так же. Завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 провязываю, накид, завожу крючок, первые 2 провязываю, все 3 провязываю вместе. Теперь я делаю следующим образом. Здесь впереди я не провязываю полностью столбики с накидом, иначе будет слишком широко. Следующую петлю я провязываю столбик с накидом. Следующую петельку я провязываю полустолбик. Накид, все 3 петельки провязываем. И в следующую петельку я провязываю столбик без накида. И теперь вяжем столбики без накида дальше. Вот так вот выглядит. И так мы вяжем столбики без накида. А сзади вырез тоже. Вяжем столбики без накида. И вяжем это до следующей стороны, там, где у нас начинаются вот бретельки, вот здесь вот. Здесь мы с вами встретимся. Ну вот я провязала, и теперь вот у нас здесь получается перед, здесь у нас вот начинаются вот эти вот бретельки. Вот здесь вот я не довязала, там где у нас угол, я не довязала 3 столбика. И здесь мы также будем делать убавление. Накид, завожу крючок. Секунду, мне нужно подумать надо. Еще 2 петельки я убираю. То есть 5 петелек осталось.
Сначала я провязываю столбик как полустолбик, накид, завожу крючок, все 3 провязываю. В следующую петельку я провязываю столбик с накидом. И теперь мы вяжем убавление. Накид, завожу крючок, первые 2 провязываю, накид, завожу крючок, первые 2 петли провязываю и все 3 провязываю. Теперь я вяжу 1 столбик с накидом и еще одну убавку вяжем. То же самое. Все 3 провязываем вместе. И теперь я вяжу в каждую петельку по столбику. Здесь вот вершины провязываем по 6 столбиков. Здесь тоже 6 столбиков. И так провязываем дальше до конца ряда. Здесь мы закрываем соединительной петлей в 3-ю воздушную петлю. И мы с вами здесь закончим обвязку. Еще нужно будет только рукава нам с вами обвязать. Вот так вот выглядит впереди обвязка. Теперь будем обвязывать рукав. Начинаем с нижнего края. Вот здесь берем нижний край, где у нас шов. Беру нить. Завожу здесь крючок посередине и вяжу 3 воздушные петли. Мы здесь внизу с вами будем вязать также убавление немножко на нижнем крае. Я здесь еще раз уберу и прям посередине зайду вот здесь прям посередине. И свяжу еще раз 3 воздушные петли. И теперь, где здесь воздушная петля, я провязываю столбик с накидом. И теперь я вяжу первое, 1 раз убавляю. Первую убавку провязываю в первую петельку, во вторую петельку и все 3 петельки вместе. В следующую петельку вяжу столбик с накидом. И теперь провязываю еще одно убавление. Точно так же первый столбик, второй столбик, все 3 провязываем вместе. В следующую петлю 1 столбик с накидом. И теперь вяжем 3-ю убавку. Первый столбик, второй столбик, все 3 провязываем. И теперь я вяжу в каждый столбик по 1 столбику с накидом. Так провязываем дальше. Вот здесь везде по столбику. Вот здесь тоже можно провязать по там, где воздушные петельки. Здесь можно 2 столбика провязать. Здесь вот, где у нас сами бретельки, точно так же провязываем вот в каждый такой ряд по 3 столбика. В каждый вот здесь вот ряд провязываем по 3 столбика и вяжем до
почти до конца края. Здесь мы оставим для убавки петли. Здесь я довязала до конца, где-то примерно 9 петель я оставила. И здесь мы вяжем опять 3 раза убавку, и между ними столбик с накидом. Первая убавка, все 3 провязываем. В следующую петельку провязываю 1 столбик. Теперь вяжу вторую убавку. Один столбик с накидом. И теперь вяжу третью убавку. И вот здесь воздушная петля, я провязываю последний столбик с накидом. И теперь соединяю. Там, где у нас воздушная петля, завожу крючок вот здесь в третью и протягиваю. Провязываю соединительную петлю. И теперь мы с вами провязываем следующий ряд. 3 воздушные петли. И здесь мы провязываем 2 раза. Первый столбик провязываем. И теперь убавку. Первую убавку провязываем. 1 столбик с накидом. И вторую убавку провязываем. И теперь я вяжу в каждый столбик по одному столбику. И в конце ряда мы также будем провязывать убавление. Где-то 7 петель мы оставим не провязанными. И здесь 6 петель я оставила. И теперь я провязываю первую убавку. Один столбик с накидом. И вторую убавку. И здесь последний столбик. И теперь соединяем соединительной петлей в третью воздушную петлю и протягиваю через правую. И таким вот образом мы с вами обвязали рукав. И точно так же обвязываем вторую сторону. И теперь осталось убрать все ниточки. Вот так вот выглядит обе стороны. Вот так выглядит. Ну и в принципе мы с вами закончили вязание. Я надеюсь, что вам очень понравилось. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Буду очень рада и до следующей встречи.